Какой это был великолепный отпуск. В течение 2 недель семья Лейтем наслаждалась радостями летнего отдыха. Они рыбачили, катались на водных лыжах, плавали в прохладной прозрачной воде озера Гринвуд в Южной Каролине. Эти 2 недели в июле 2011 года были настоящей идиллией, которая теперь живет лишь в воспоминаниях. Последний день того прекрасного отдыха, последнее мгновение времени до. Когда село солнце, супруги решили покататься на лодке. О чем они говорили, об этом знали только они. Но последствия их разговора навредят многим, кого они знали, и многим, кого не знали. Эта история начинается с идиллии на озере, но заканчивается невероятным сплетением жизней совершенно непохожих людей и ответом на вопрос, как низко падет человек ради денег, гордости, желания победить несмотря ни на что. Кто бы мог подумать, что все началось со свидания вслепую. Немногословный и спокойный Крис и жизнерадостная общительная Нэнси были прекрасной парой. Они поженились меньше, чем через год после первого свидания. Благодаря поддержке супруги Крис стал одним из наиболее влиятельных и успешных банкиров города, добившись головокружительного карьерного взлета. Нэнси работала в агентстве недвижимости и стала казначеем комиссии Государственной лотереи. Через 20 лет брака супруги крутились в высших слоях общества Чарльстона в Южной Каролине. 2 чудесные дочери и особняк в престижном районе дополняли образ счастливой семьи. Но идеальных браков не существует. Успешная карьера оставляла Крису все меньше времени на семью. И к 22-й годовщине со дня свадьбы в марте 2011 года мужчина решил спать в комнате для гостей, чтобы его храп не мешал жене отдыхать. Предупредительно с его стороны, может быть. Но Нэнси чувствовала, что муж просто не питал к ней тех чувств, что раньше. Так продолжалось полгода до той самой ночи на озере. Озеро казалось черным сатиновым полотном на фоне заходящего солнца. Крис и Нэнси сидели в лодке, и никто не смел первым прервать затянувшееся молчание. Затем Крис повернулся к жене и посмотрел на нее взглядом, который она не видела раньше. Холодный, отстраненный, решительный. Мужчина заявил, что хочет развестись. Это заявление грянуло, как гром среди ясного неба. Нэнси не понимала, как можно было так просто отказаться от 2 десятилетий брака, но делать нечего. Они решили развестись полюбовно, без скандалов. А буквально через несколько дней супруги вместе отмечали 45-й день рождения Нэнси в ее любимом ресторане японской кухни. Крис и Нэнси договорились не говорить девочкам о разводе, и вечер прошел отлично, без единого колкого замечания или недоброго взгляда. Когда официант принес счет, Крис попросил его сделать снимок на память. Снимок всей семьи. Последующие 18 месяцев, когда шел бракоразводный процесс, этот снимок был позабыт, до тех пор, пока его фрагмент не оказался в самых неподходящих руках человека с убийством за плечами. Шло время. Наступил четверг, 4 апреля 2013 года. Офицер Дэниел Уилсон колесил по Чарльстону, патрулируя улицы, когда заметил картину, насторожившую его. К пассажирскому сиденью притормозившей машины наклонился человек. Зная эту часть города и учитывая позднее время, офицер понял, что идет продажа запрещенных веществ. Дилер заметил полицейского и помчался прочь. Водитель тоже попытался скрыться, но офицер последовал за ним. Водителем оказался мужчина среднего возраста. Его звали Аарон Уилкинсон. В машине с ним находились его жена и собака. Мужчина вел себя приветливо и признался, что отбывал срок за подлог. Но офицера насторожило то, что у Аарона не было прав, а машина взята на прокат на другое имя. Отсутствие прав у мужчины позволило Уилсону обыскать ее. Он нашел пистолет и патроны. Все это в глазах закона выглядело плохо. Очевидно, понимая это, Аарон неожиданно выпалил, что его наняли убить человека, и у него есть неделя, чтобы выполнить заказ. За свою службу офицер слышал самые безумные истории, но в эту он поверил, потому что Аарон знал слишком много подробностей. В участке им занялись следователи. Прежде всего, они спросили фамилию его цели. «Лейтем», — ответил мужчина. Детективы знали эту семью, уважаемые члены общества, банкир и член комиссии Государственной лотереи. Теперь одному из них грозила опасность, но кому именно? Мужчину допрашивали несколько часов, задавая одни и те же вопросы об убийстве, которое, по словам задержанного, он пытался предотвратить.
Все началось 6 днями ранее в штате Кентукки. Друг Аарона, Сэмми Янвайн, попросил поехать вместе с ним по важному делу. Не сразу, но он признался, что собирается кого-то убить. Аарон был в шоке, но знал, что Сэмми не шутит. На его счету уже было одно убийство. Сэмми и Аарон стали друзьями, когда отбывали срок в тюрьме, хотя, по словам Аарона, у него не было выбора. Сэмми отличался вспыльчивым характером, и с ним лучше было дружить, а не враждовать. Несмотря на страх, Аарон заявил, что не хочет быть вовлеченным в убийство и попытался уйти, но друг пообещал ему $2500, если он просто поедет с ним. Аарону следовало отказаться, следовало просто уйти, но для него это были большие деньги, и он был зависим от запрещенных веществ. Мужчины поехали дальше вместе. В небольшом городке возле Чарлстона они купили предоплаченный телефон, чтобы созвониться с заказчиком. И когда они снова двинулись в путь, Аарон уловил часть разговора. Это была женщина. Она сняла для встречи номер в отеле, где передала Сэмми деньги. 5000 наличными сверх 5, которые Сэмми уже получил. И Аарон понял, что будут еще по меньшей мере 20 после работы. А если все будет выглядеть как несчастный случай, то намного больше. Заказ следовало выполнить за неделю, потому что в понедельник начинался бракоразводный процесс Лейтемов, и один из супругов не должен был появиться в суде. Женщина также передала Сэмми конверт со всей информацией, которая могла понадобиться исполнителям, незнакомым с городом. Аарон ощутил нарастающее чувство беспокойства. До этого все казалось немного нереальным, но теперь, когда он увидел снимки, все изменилось. Он понял, что должен погибнуть невинный человек, и именно он обязан предотвратить преступление. Но как? Сэмми был настроен решительно, и если Аарон совершит ошибку, пострадает не только он, но и его жена. Как будто благодаря вмешательству свыше зазвонил телефон Сэмми. Звонила его девушка. Она обвинила бойфренда в измене, и молодые люди страшно поругались. Аарон увидел для себя возможность. Он убедил Сэмми вернуться домой и помириться с девушкой. Втайне он надеялся, что друг совсем откажется от мысли об убийстве, но нет. Сэмми собирался разобраться с девушкой и сразу направиться назад в Чарлстон. Любой другой человек позвонил бы в полицию или забыл об этом ночном инциденте, но не Аарон. Ему пришла в голову мысль убедить Сэмми, что он сделает все сам. Как ни странно, тот согласился. Конечно, это была просто уловка. Аарон взял с собой жену и собаку на случай, если Сэмми о чем-то догадается, и планировал отсидеться в отеле до понедельника, когда мотив для убийства отпадет. Вот только они с женой не планировали отказываться от запрещенных веществ. На том и попались. И теперь сидели в полицейском участке и рассказывали полиции все. Следователи не знали, можно ли верить словам киллера, признавшегося в убийстве, которое еще не произошло. С другой стороны, что он выигрывал, придумав такую историю? Абсолютно ничего. И все же полиция не могла действовать без доказательств. Но у Аарона они были. Тот самый конверт со всей информацией на жертву, оставшийся в номере отеля. Конверт оказался именно там, где и сказал Аарон, в его номере на прикроватной тумбочке. Там были многочисленные снимки жертвы, снимки Нэнси Лейтем, а также масса личной информации о самой женщине, ее детях, машине, доме. Ничто не выдавало автора материалов, но следователи понимали, что Аарон не соврал, необходимо было предотвратить убийство. К делу подключились агенты ФБР, которые организовали телефонный разговор Аарона с Сэмми, чтобы разговорить с сообщником. Задержанный боялся и не хотел этого делать, но его уговорили. Разговор получился впечатляющим. Сэмми не только проговорился об оружии, но и дал добро на то, чтобы Аарон разобрался с любой сопутствующей жертвой, которая может встать на пути к Нэнси Лейтем, включая младшую дочь женщины, жившую с ней в одном доме. Этого было достаточно, чтобы установить за Сэмми постоянную слежку. Детективы знали, что конверт ему передала женщина, и нужно было ее найти. Но прежде важно было найти другую женщину. Нэнси Лейтем обязана была знать, что кто-то хотел ее убить, причем как можно скорее. А что в это время делала Нэнси? Прошло 18 месяцев с того вечера на озере, когда муж заявил о желании развестись. За это время они с младшей дочерью арендовали дом в нескольких кварталах от семейного особняка, который пустовал, ожидая, когда в него въедет новая семья. 1,5 года они с мужем ругались из-за денег, из-за недвижимости, из-за вины в разводе. Но скоро все закончится. В понедельник должен был начаться суд.
Все мысли женщины были заняты бракоразводным процессом, когда в дверь ее дома постучали. Это оказались два федеральных агента. Они заявили, что кто-то нанял киллера, чтобы убить ее, и показали конверт, найденный у несостоявшегося убийцы Аарона Уилкинсона. Женщина в ужасе смотрела на подробности собственной жизни, о том, где паркует машину, где делает покупки, какой дорогой предпочитает ездить и так далее. Она перебирала фотографии, пока не наткнулась на фото из ресторана японской кухни, последнее фото семьи. Снимок был разорван пополам, и на нем остались только ее младшая дочь и она. Теперь Нэнси не сомневалась, что все это дело рук ее мужа. Ей даже показалось, что она узнала его почерк. Чего она не понимала, так это как он мог подвергнуть опасности их младшую дочь, ведь муж знал, что в отличие от старшей сестры, она живет с матерью. Неужели он был согласен с тем, что дочь станет жертвой подосланного им убийцы? Агенты тоже не сомневались, что Крис Лейтем причастен к заговору. Чего они не знали, так это как банкир из Южной Каролины познакомился с бывшим заключенным из Кентукки, и кем была женщина, вручившая ему конверт. С той самой ночи на озере Нэнси не могла понять, почему распадался ее брак. Но ее подруги были уверены, что за желанием Криса развестись стояло что-то большее, чем остывшее чувство. Они убеждали Нэнси все разузнать. Женщина не знала, как ей это сделать, когда одним вечером муж убежал на срочную встречу и оставил на столике бумажник. Колебание было недолгим. Внутри она нашла этикетку от таблеток для улучшения потенции. Для нее было новостью, что он их принимает. Дальше больше. У мужа оказался целый арсенал подобных препаратов, например, гель с тестостероном. Если Нэнси ничего не подозревала до этого, то теперь ее было не остановить. Она знала, что муж имеет привычку записывать абсолютно все пароли. Найдя пароль от телефона, она выяснила, что когда муж перебрался спать в комнату для гостей, он проводил ночи напролет, переписываясь с какой-то женщиной, и прекращал только в рабочие часы. Нэнси была уверена, что его любовница работает с ним. Кроме того, женщина узнала, что муж зарегистрировался на сайте знакомств и активно пользовался его услугами. Этого было достаточно, чтобы обратиться к частному детективу. Тот подтвердил, что у Криса роман с сотрудницей. Если поначалу супруги решили разойтись мирно, то теперь речи об этом быть не могло. Нэнси потребовала, чтобы Крис выехал из дома. В свою очередь, мужчина добился ее увольнения и закрыл ее кредитные карты. Мужчина вручил Нэнси чек и заявил, что следующее она получит только в январе. Стояла середина ноября. Женщине нужно было платить за дом, бензин, еду, подарки для детей, а он оставил ей $300. В тот момент развод супругов Лейтем превратился из полюбовного в отвратительный. Тут важно остановиться поподробнее на законе Южной Каролины. Он наказывает адюльтер, но не любой. Добытчик семьи, как правило мужчина, вообще не платит алименты бывшей жене, если сможет доказать, что жена ему изменила. И совершенно неважно, изменил ли он первым, изменял дольше или чаще. В глазах закона имеет значение только неверность жены. Так было в 2013 году, и таково положение вещей даже сегодня. Другими словами, даже признавшись своей неверности, Крис Лейтем не терял ничего. Однако Нэнси знала, как ревностно он берег свой имидж. Она знала, он скорее согласится с ее условиями, чем позволит уничтожить его репутацию. Поэтому продолжила копать дальше. За полгода до того, как всплыла идея заказного убийства, Нэнси узнала, что любовницу мужа, которую она выслеживала все это время, заменили. Крис Лейтем встречался с другой женщиной. Ее звали Уэнди Мур. В 37 лет она выглядела как девушка с обложки. Высокая блондинка с белоснежной улыбкой и большими голубыми глазами. Она работала ассистенткой Криса. Нэнси впервые увидела Уэнди летом 2012 года, когда та давала показания до начала процесса в суде. Уэнди заявила, что недавно развелась, причем обвинила в разводе Нэнси. Якобы ее частный детектив разнюхивал все вокруг и заявил ее мужу, будто у нее роман с Крисом Лейтемом. Нэнси была в шоке. На самом деле она даже не знала имя мужа Уэнди, но теперь решила с ним обязательно встретиться. Мужчину звали Мэтт, и он сразу признался, что солгал о разговоре с частным детективом. Просто месяцами жена возвращалась домой и жаловалась, как устала прикрывать роман босса с другой сотрудницей. И вдруг все переменилось. Она перестала жаловаться, начала тщательнее подбирать одежду и прическу и задерживалась после работы.
Мэтт заподозрил роман между Крисом и Уэнди и надеялся, история о сыщике вынудит жену признаться. Но мужчина решил рассказать Нэнси кое-что еще. 10 лет назад, когда Уэнди еще жила в Кентукки со своим первым мужем Сэмюэлом, они устроили на дому частный стриптиз-клуб, в котором, по словам Мэтта, клиенты могли надеяться не только на стриптиз. Они с первым мужем и 3 детьми жили на 2-м этаже дома, а внизу работали Уэнди и еще несколько девушек. Сэмюэл также нанял охранника для того, чтобы приводить в чувство слишком шумных клиентов. Так продолжалось до одной ночи, когда Сэмюэл повздорил с охранником, убил его, поджег тело и пошел спать, оставив 1-й этаж дома в огне. Он спал, когда Уэнди почувствовала запах дыма и вызвала службу спасения. Суд признал убийство охранника самообороной, а доктор объяснил поведение мужчины посттравматическим стрессовым расстройством. Но его все равно обвинили в поджоге. Сэм сел в тюрьму, а Уэнди развелась с ним и начала жизнь сначала. Она воспитывала детей и получала высшее образование на дому, что впоследствии позволило ей устроиться на работу в банк Криса Лейтема. Нащупав золотую жилу, Нэнси решила раскопать все, что можно на Уэнди. Она даже подумывала отправиться в Кентукки и разыскать ее первого мужа Сэмюэла Иановайна. И только через несколько месяцев она узнала, что мужчина, с которым она так стремилась встретиться, охотился на нее в Южной Каролине. У детективов не ушло много времени на то, чтобы установить, что именно Уэнди передала Сэмми и Аарону пакет с фотографиями и деньги. Ее арестовали. Крис Лейтем нанял для любовницы адвоката и даже не удосужился позвонить бывшей жене и спросить, как она себя чувствует с учетом того, что ее хотели убить. Нэнси с девочками и 2 офицерами полиции в это время жили в небольшой съемной квартире. Ее старшей дочери запретили появляться в колледже до конца года, потому что она представляла собой опасность для других студентов. Нэнси рассчитывала, что вслед за Аароном, Сэмми и Уэнди арестуют и Криса. Но прокурор не торопился, и их заточение продолжалось несколько месяцев. Пока Нэнси и ее дочери скрывались, Крис продолжал наслаждаться жизнью, работал в банке, заботился о детях Уэнди. Огромным ударом для следствия оказалось то, что через 2 месяца после ареста Сэмми его нашли мертвым в камере. Он мог рассказать много интересного, мог назвать имена всех соучастников. Но теперь агентам пришлось искать любые другие доказательства причастности Криса Лейтема. И самым главным свидетелем против Криса оказался сам Крис. Они с Уэнди каждый день общались по телефону, и полиция, конечно же, записала все разговоры. Оказывается, они придумали кодовое слово для адвоката Сэмми, и за его услуги платил именно Крис. То есть он платил адвокату человека, который должен был убить его жену, мать его дочерей. Кроме того, детективы выяснили, что неожиданно пропали 2 принтера из офиса Криса и ноутбук Уэнди. Однако банк, в котором они работали, тщательно следит за своей безопасностью. На сервере банка сохранилась информация о том, что с помощью ноутбука Уэнди кто-то искал фото и информацию, связанную с Нэнси, а потом отправил эту же информацию на принтер. Те же самые снимки и карты были найдены позже в конверте убийцы. Компания Apple не сразу, но предоставила информацию с телефона Криса, и это также принесло свои плоды. Один из ключевых снимков, оказавшийся в конверте, был сделан телефоном Криса, и это позволило связать его с преступным заговором. 8 из 11 страниц в том конверте были связаны с телефоном, компьютером или принтером Криса, то есть мужчина участвовал в заговоре на каждом его этапе. После 4 месяцев расследования был выдан ордер на его арест. Но Криса не было в городе, и агенты не знали, где его найти. Они позвонили Нэнси. Женщина предположила, что он отдыхает на озере Джакаси. Но где именно? Она пообещала все выяснить. Нэнси попросила младшую дочь зайти в Facebook и посмотреть странички детей лучших друзей отца. Одна девочка написала: «Мы на озере Джакаси в доме, рассчитанном на 14 человек, нас 21. Как мы здесь разместимся?» Девочка также указала, что там были дети Уэнди и другие дети друзей Криса Лейтема. Быстрый поиск выдал список недвижимости на озере, сдававшийся в аренду, но только один коттедж рассчитан на 14 человек. Нэнси позвонила владельцу дома и получила адрес, который передала агентам. Ее мужа арестовали как раз в ее день рождения. Нэнси считала это лучшим подарком, который она могла получить.
Суд над Уэнди и Крисом прошел в 2014 году. Наиболее серьезные улики были против Уэнди. Именно она встречалась с исполнителями преступления, она передала конверт, купила предоплаченный телефон для разговоров с Сэмми и, наконец, именно она отправляла ему деньги, подписываясь фальшивым именем. Дело против Криса строилось скорее на том, что у него был роман с Уэнди, но личную информацию, которая оказалась в конверте, мог предоставить только он. Адвокаты пытались доказать, что при разводе он ничего не терял. Но мужчина ничего не платил бы бывшей жене, только сумея он доказать ее неверность. В противном случае при зарплате в $650 тысяч в год он до конца жизни переводил бы Нэнси $7,5 тысяч в месяц. Кроме того, бракоразводный процесс отражался на его репутации. Исчезни Нэнси, и исчезли бы все его проблемы. В итоге присяжные признали Уэнди виновной по всем пунктам обвинения, ее приговорили к 15 годам заключения. Криса признали виновным только в одном из 3 пунктов обвинения, потому что не все присяжные верили, что он с самого начала участвовал в заговоре. Ему предстояло провести в тюрьме 10 лет. После всего произошедшего Нэнси уехала из Южной Каролины. В тюрьме Крис пошел на сделку, и она получила большую часть от продажи их семейного имущества. Сейчас у нее впервые в жизни есть настоящая работа, на которой ее высоко ценят. С Аароном Уилкинсоном они впервые встретились только на суде. Нэнси вспоминает, как он нашел ее лицо в толпе и одними губами произнес «Простите меня». Этот жест показался Нэнси настолько искренним, что она не сомневалась, именно ему она обязана своей жизнью. Женщина пообещала выступить на суде, чтобы судья проявил к нему благосклонность, если он пойдет на сделку и даст показания против Криса и Уэнди. Она сдержала слово и трогательно высказалась в его поддержку. Судья приговорила Аарона к минимальному сроку заключения – 4 года тюрьмы. Последнее, что известно об Аароне, он не принимает запрещенные вещества и работает в Центре лечения от наркозависимости. Мужчина женат и воспитывает 2 детей. А единство Криса и Уэнди распалось уже в ходе апелляции. Уэнди утверждала, что она всего лишь следовала приказам, очевидно намекая, что за всем стоял Крис. Крис, в свою очередь, заверял, что заказное убийство – это выдумки и дело рук социопата. О ком он говорил? О Уэнди, Сэмми, Аароне? Как бы то ни было, срок Уэнди сократили, потому что суд решил, что 15 лет – это слишком строгое наказание. Женщина вышла на свободу в октябре 2021 года, Крис – в январе 2022 года. Они провели в тюрьме чуть больше 7 лет. После освобождения оба ведут тихую жизнь, но не вместе. Точно неизвестно, кому пришла в голову идея избавиться от Нэнси Лейтем. Этого, вероятно, мы никогда не узнаем. Но одно мы знаем наверняка. Благодаря внезапно проснувшейся совести наркозависимого преступника, эта история не загадка убийства Нэнси Лейтем.